Всем привет! Я большая сёмга. Что нужно сделать, чтобы поймать сёмгу? Сесть на самолет, прилететь в Мурманский аэропорт, арендовать УАЗик, буханочку, будь оно неладно, доехать до места рыбалки. Ой, блядь. По дороге не пропустить красивые места. Приехать на реку. Заходим в речку. И ловим рыбу. Таня тащит сёмгу. Вот она. Он в прямом смысле слова ее прям затащил, закинул. Красавчик, красавчик. Саня, мои поздравления. Ну, пару слов. Супер. Для... Маленькая, конечно. Супер. Да нормальная, маленькая. Ну, огонь, что, огонь, отлично. Ну, вот утро начинается хорошо. Всем доброго дня. Решил я все-таки снять небольшой видосик. Здесь еще какие-то знаки есть и так далее, конечно, это даже немножко удивляет. Вот. Сань, какое сегодня число? 27-го мы прилетели, да? 28-го вчера отмучились кое-как. 29 июня. Вон, видите, белеется, это еще лежит снег. Офигеть можно. Вот. А вот эти вот деревца, которые мы видим, это вот реально вот большие березки местные. Нет, здесь есть, конечно, вот такие вот, которые побольше, повыше. Вот. Но это на сопках, где хоть какая-то земелька, видимо, есть. Вот это вот самые большие. Вот, вокруг камни, в общем, и сплошная природа. И мы с Саньком кочегарим, в общем, на УАЗике. Я на нем ездить не умею. Поэтому Саня бедный страдает теперь за нас двоих. Ладно, всем привет. Погодка, красота. Солнышко светит. Но есть один минус. Когда такая хорошая солнечная погода, рыба не клюет. Вот так вот. Мурманская область не прекращает нас удивлять. Только что было солнце, было жарковато, теперь льет дождь. Но мы продолжаем, мы не сдаемся. Вот так вот. Полил буквально полчаса дождь. И снова солнечная погодка. А в Мурманской области солнечная погодка означает, что лосось клевать не будет. И можно собираться домой. Рыба не клюет. Ну красиво, блядь. Обалденно. Природа просто кайфовая. У тебя тут и пляжик есть. Правда, галечный, но ничего. Вот. Холмы, небольшие горы. Вообще обалденно. Красота. Ребятушки, здорово. Представляете? Сейчас просто стоим вот так вот на камнях. О, Саня, передавай привет. Всем привет. Просто вообще. Это, ну, шикардосно. Мы стоим прям посреди порога. Вот там еще скала тоже, в принципе, может туда как-нибудь перескочить, но, наверное, не полезем. Вот такие водопады. Вообще просто бомба. И вот здесь вот мы думаем, стоит сёмушка. Ладно, всем привет. Вот такие вот красоты. Офигительно. Красота. Ребята, я охреневаю от этих красот. Конечно, из-за деревьев, из-за кустов плохо видно. А вы не спустишься, не видите этой красоты сверху. Эх, жалко, плохо видно, конечно. Но у меня тут видок просто шикарный. Обалдеть. Просто обалдеть. Это все туда продолжается. Это наш Буханец. Холмы. Титовка изливается. Изворачивается. Просто офигенно. Вот тут окошечко тоже небольшое есть. Вообще вот. Просто кайф. Ребятушки, вроде начинается рыбалка. Вот взял еще одну сёмгу. Вчера одну поймал. И вот сегодня.
хороша. Но это еще не крупная. Ну, вот, только начала заходить, походу, мелочь вначале пошла. Ну, такая мелочь, килограмм 1,5. Ну, вот, классно вообще, обалденно. Тяга вообще просто сумасшедшая. Офигенно. Только сегодня одел новую блесну. Смотрите. Часа не ловлю. Вот так вот уже оббилась о камни. Поэтому обязательно ставьте поводочек. То есть такого, ну, вот у меня флюрокарбон. Такого поводка сантиметров 25-30, в принципе, щучью вполне. Достаточно, леску дальше не режет. В принципе, каждый раз проверяю, нормально. То есть вот такой длины поводка хватает. Ну, понятно, делать совсем высокие камни, то есть там метровый, двухметровый, там этих мало будет. Вот, а для донных камней вот этого вполне достаточно. Вот такие дела. Семга не клюет, зато вот на такие блесенки ловится пеструшка. Прикольно, я на самом деле блесну просто в воду опустил, представляете, она, ну, я когда приманку менял, блесна просто упала в воду, и рыбка сразу клюнула. Обалдеть. Ребята, и вот такая рыба тоже бывает. Представляете, насколько жадная ручевая форелька. Вот. Но она реально размером с воблер. Прикольно. Попалась небольшая семушка. Вот. Ну, такая, килограмм примерно. Вот. Сейчас будем из нее делать стейки. Сейчас ее почистим, порубим, подсолим. А дальше покажу, что получилось. Получаются вот такие вот стейки. Такие не толстые, что хорошо прожаривались. Сейчас мы их промоем, просушим чуть-чуть и будем жарить. Получились вот такие вот стейки. Сейчас они немножечко подсохнут. И будем жарить. Порезали мы огурчики, помидорчики, лучок, петрушечку, вот, маслица. Сейчас немножко подтает, вот, и будет пюрешечка с обалденной рыбкой. Так, сейчас пожарю, покажу, что получилось. Семушка зашкварчала на сковородочке. Получается вот такие вот поджаристые, золотистые стейки из семги. Класс. Ребята, получилась вот такая красота. Сейчас будем все это дело поедать. Всем приятного аппетита. Расчехляйте свои холодильники. Братцы, нашли в уазике, в буханочке подстаканник. Но очень странный. Видите, он горизонтальный. Это специальная разработка для УАЗа-водов. Это подстаканник только для пустых стаканов. Засовываете сюда пустой стакан. Вам предлагают выпить. Пустой стакан достаете. Вам наливают. Выпиваете. И обратно засовываете пустой стакан. И ничего никогда не проливается. Прикольно. Представляете, вот так вот некоторые мурманчане живут. Прям жилые дома на берегу реки Печенга. Тут хариус, семга прыгает. Прям вообще, прям выходи хоть в тапочках, вон, спускайся. Вон тот дальний дом. Спускайся, забрасывай, лови семгу. Вообще красота. Главное, чтобы они проход рыбе там сеточкой как раз не перетянули. Будем рассчитывать, что они еще не успели. Потому что ход только начался. Нормальный ход. А вот и второй водопад. Тоже красавец, стихия бушует. Вот представляете, вот по этому водопаду семга и горбуша еще поднимаются наверх. Дальше там есть водопад, где уже точно нет, слишком отвесный. Вот, а здесь вот они проплывают. Просто охренеть. Вот, увидели бы, конечно, как они прыгают наверх, было бы классно. Но это надо ловить момент. Вот, если получится, подсниму. Но пока не обещаю. Вот такая красота. Вообще просто. Место кайфовое. Вот. Вот здесь где-то может остаиваться семга. Сейчас буду пробовать. Забрался я почти на серединку реки. Неспроста. Вот передо мной вот здесь постоянно прыгает лосось.
Постоянно. Где-то 6-8 забросов сделал. 2 поклевки, 2 лосося. Один на 1,5 килограмма, другой 3 или 4 килограмма. Вот. И все отрезали плетенку о камни. Вот они, камушки торчат. Поставил вставку 3-метровую флюорокарбоновую 0,35. Сейчас буду пробовать. Я думаю, его здесь копилось дофига. Наш рыбаков уже дня 2-3 здесь нет. Вода была высокая. Вот. Дойти не могли просто сюда. Сегодня вода упала. Вот. Поэтому получилось подобраться поближе. Ух, даст бог, сейчас повезет. Ну, прыгаю здесь такие прям вообще чушки по 10 килограмм, обалдеть. Сменил точку. Там был водопад, я подходил. Вот, стал вот здесь вот. Стоял минут 15, прыгнул 3 рыбины. Швырял, не клюет. Вот, думаю, нужно переместиться вот в эту точку, потому что здесь такая обраточка небольшая. Затишок, может быть, она здесь прыгает, проходит дальше и встает вот на этом замедлении течения. Сейчас попробую, что поймаю, покажу. Вот так вот и живем. Для информации сейчас сколько, Сань? 12:30. 12:30 ночи. Вообще, хрен заснешь. В 3 часа ночи вставать на рыбалку. Ну, то есть через 2,5 часа. Можно киношку посмотреть. Вообще, прям просто темнеть не собирается. Сегодня по устоявшейся традиции в 6 утра снова были поклевки, 3 штуки. И все 3 слили. Вот, причем одна, ну даже 2, наверное. Вот, но одна вообще прям какой-то монстр. Подсек, крючок разогнул, ну, похоже, не пробил, крючок разогнулся, и монстр ушел, даже с места сдвинуть не мог. Рыба солидная, вот, но, конечно, клюет очень паршивенько. На мушку еще народ ловит иногда, но мелких таких, 1,5 килограмма, не больше. Вот, а на блесну, вот сейчас вот на 30 грамм ловим, вода по-прежнему довольно-таки высокая. Вот на блесну уже садятся такие прям хорошие. Вот местные называют их кораблями. Говорят, что в конце июня заходят в речку Титовку семга. Вот, реально крупные. Вот, и они название такое выделили — корабли. Ну вот, собственно, мы и ловим кораблей. На муху переходить неохота. Все-таки за крупной рыбой приехали. Ладно, будем пытаться дальше. Хорош отдыхать. Села! Села, семушка. Села. Походу еще и здоровая. Офигеть. Фрикцион фигачит вовсю. Здоровая семка, здоровая. Саня, не давай слабину, но ты знаешь. Это все говорят, не буду мешать. Все, Саня весь в процессе. Пошел. Так, ладно, ближе подведет, там, походу, здоровая рыба, это надолго. Еще раз будет включение. Ребят, вот так вот мы рыбку ловим, представляете? Стоишь такой, едешь на рыбалку, Керакс танк проезжает. Офигеть. В данный момент мы находимся на рыбалке и обгоняем БТР. Думаете, он один? Ни хера, а вот второй. Вообще просто офигеть. Утром танки ехали, вечером БТРы. Вообще жесть. Вот с Саней присматриваем себе новую машину. На рыбалку ездить. Вот взяли на тест-драйв, вот нам сейчас показывают вот такой вот БТРчик. Пойдет, не пойдет, не знаю. Вот надо, чтобы кто-нибудь посоветовал, наверное. Говорят, соляры много жрет. Но зато он и по воде, и по суше. Ладно, подумаем. Вот это вот старые военные гусеницы. Хрен его знает, можно здесь снимать, вообще нет. Там сзади военная часть. Боюсь поворачиваться, сейчас как шмальнут. Ловили рыбу на вот этой речке отличной. И нашли старую гранату. Но уже без запала. Вот. Но все равно прикольно. Вот так вот. Походу здесь воевали нормально. Это, я так понимаю, тоже снаряд. Вот так просто. Посреди глуши вообще нет ничего. Лежит снаряд. Класс. Фух, ребят, я наконец-то ее взял. Саня помогал. Ну, мы не знаем, сколько здесь вообще в этой рыбине, конечно, но мне кажется, весы в рюкзаке. Килограмм 10. Это весы, у нас есть весы. Сейчас мы взвесим и будем знать точно. Ребят,
Вот эта семга потянула на 9 килограмм 480 грамм. Это рекорд. Ребят, на палку 7,28 с леской плетней 0,12 примерно. Это вообще, это просто нереальная задача, но она выполнена. Вообще кайф, кайф. Притащили рыбину на кухню. Она больше метра. Вот она. Для масштаба чашечка и ее голова. Это просто монстр. Монстр, ребята. Ну, сейчас будем проверять, сокровена она или нет. Вот, единственное, видите, у нее клюв загнутый, да. Поэтому, скорее всего, это самец. Очень жаль. И пузо не раздутое. Вот, икры, скорее всего, самца, само собой, нет. Ладно, будем на связи. Ребята, в общем, вышло целое ведро. Офигеть. Крышечка не закрывается. Будем сейчас затягивать пленочкой. Просто класс. Семушки поймали. Готовим уху. Семгу филирнули. Подсолили, лимончиком полили. Вот, а хребты, головы. Тут мясо немножко осталось. Ну, вот, все это в котел с лучком сразу. Сейчас все это дело прокипятится. И уже в бульончик будем засыпать лучок, картошечку, моркошку и зеленушку. Ну, зеленушку, само собой, в конце. Вот. Должно получиться вкусно. Итак, рыбку изъял. Вот такой получился навар. Вообще шикарный просто. Честно говоря, первый раз такой даже вижу. Ну, тройную только на рыбинке, когда готовили из леща. Ну, что-то подобное было. Ну, рыба жирная, прям вообще обалденно. Прям видно, да, как жир скопился. Ну, лучок там варится. Все, засыпаем аккуратненько картошечку и лучок. Все это дело сейчас мы перемешаем. Ставим на медленный электрический огонь. И все. Закрываем крышечкой, чтобы у нас бульончик не выкипал. И ждем, когда у нас будет вкуснейшая, ароматнейшая уха. Вот, потом добавим уже зеленушки. На Кольском полуострове есть традиция звонить в этот колокол. Количество раз соразмерное килограммам пойманной рыбы. Считаем. Раз, два, три, Да не, завязывай. 5, 6, 7, 8, 9. Чтоб все знали, что была поймана семга больше, чем на 9 килограмм. Ура, товарищи! Ура! Хочу вам показать, на какие блесны в основном происходят поклевки. Ну, причем такой довольно-таки солидной семги. Вот такая блесна. Но здесь важнее форма. Форма и вес. То есть, допустим, вода высокая сейчас, вот, и поэтому лучше всего работают 30 грамм. 27-30 грамм. Вот. Меньше ставить смысла нет, потому что блесну выдавливает течением. Вот, и поклевок нет вообще. Вот, на вот эти поклевка есть. Вот, ну, это такая интересная блесенка. Вот, на нее неплохо клюет. Дальше. Тут цвет, если посмотреть, да, вот есть оранжевый, есть розовый. Ну, вот эти цвета она любит. Можно смело брать, не прогадайте. Ну, вот, на черный вот такой вот она тоже клюет. Ну, тут тыльная сторона может быть и латунь, и медь. Это не так принципиально. Главное, чтобы поблескивало. Вот. Ставили
ну, тоже работает. Вот эта блесна 27 грамм, в большой воде тоже нормально. Ну, вот. Поэтому темная блесна, она тоже, в принципе, вполне себя оправдывает. Ну, вот. Но опять-таки, главная форма. Вот, видите, какая форма. И блесна не должна быть очень широкая. Вот, потому что широкая блесна дает размашистую игру, похоже, и уже не берет. Вот, такая довольно-таки продолговатая. Вот, и главное, такой вот изгиб. Вот. Изгиб этот, из-за этого изгиба она хорошо держится на струе. Вот, то есть можно с тихого участка вот, перетягивать ее на струю. Вот, и как раз на границе происходит поклевка. Ну, либо когда вот чуть струя блесну зацепит, начинается активная совсем игра. Вот, она, соответственно, бросается. Вот такой вариант работает. Так, ну, это то же самое. Вот они тут в запасе. Вот такая вот уралочка. Вот. Ну, на нее пробовали, что-то она вообще не работает. Цвет неплохой. Вот, сочетание такого серебра и розовая или оранжевая полоска, как бы неплохо. Вот, до этого блесна такие ловили. Вот, но вот это почему-то она не идет. Лучше такую не брать. Вот, а мы набрали вот, без толку. Вот еще тоже интересный вариант, тоже черная. Вот, можно яркую попробовать. Вот такой вот загибчик. Тоже неплохо держит течение. Вот, но сейчас она 24 грамма. Она по большой воде легковата. Вот, была бы около 30 грамм, было бы неплохо. То есть вот так вот выходит, струя на нее отлично давит. Вот, и она там прекрасно колбасит. Даже катушку вообще крутить не нужно. Чисто под 45 градусов забрасываем. Вот, и идут поклевки. Вот, я говорил про более широкий вариант блесны. Вот, она шире. Вода прозрачная, видно, как она играет. Она совсем немного шире. Вот, изгиб такой более резкий. Вот. Из-за этого она вот так вот ходит по воде, и поклевок нет вообще. Вот, то есть вот ловили, он об камни, себя побилась и так далее. Вот. Цвет рабочий, вот, но форма блесны не подходит. Вот. Вес у нее где-то 27 грамм, ну, вполне подходящий, но вот по изгибу она не подошла. Вот, потому что, ну, уж слишком размашистая игра. Вот, не подходит такой вариант. Ну, такая есть еще блесенка, но она по малой воде работает, по большой тоже без толку. Вот, такой вариант тоже, в принципе, имеет место быть, но тоже не по очень большой воде. Блесна весом 22 грамма. Сейчас фокусирую, 22 грамма. Ну, вот. По средней воде неплохо. Ну, вот, по большой тоже высоковато идет. Не вариант. Вот. Есть еще мелкие блесенки. Вот. Но здесь на севере Кольского хариуса мало. Вот. Поэтому особо-то его не ловим. Вот. Есть еще вот такие вот вертушки. На Алиэкспресс заказывал. Вот. Они держат течение, то есть неплохо. Вот. Ну вот на кумжу, если поискать, вот на кумжу работают. То есть на кумжу вполне. А на семгу не вариант, потому что слишком легкий тоже выдавливает, видимо. Надо, чтобы блесна шла прямо около камней, чтобы иногда прям камушки задевала. Вот. Начинает камушки задевать, начинаются поклевки. Вот. Поэтому, когда блесны выбираете, вот, выбирайте все-таки, наверное, варианты от 24 грамм до 30 грамм. И тогда попадете во все условия, потому что вода скачет постоянно, вот, и очень сложно заранее угадать, то есть какой уровень воды будет. То есть она буквально за один день поднимается, там, то есть, ну, допустим, на полметра, на метр может вот по высоте подняться. Это очень большая разница. Вот, и поэтому блесны, которые, допустим, по малой воде они работали, то есть на следующий день их можно покидать, и будет без толку. Вот. Ну, вот такие вот еще есть здоровые, это больше брали, если на море пойдем треску половить в отвес. Вот, ну, как-то судьба не сложилась. Вот, хотим поймать еще одну здоровую семгу. Так, ну, все вроде, все показал. Если какие-то будут вопросы, пишите. Вот, а так вот такая форма. То есть она оказалась самой подходящей. Хорошая игра, держит течение. И самое главное, что эту блесну можно вести очень медленно, прям ультра медленно. То есть она все равно, даже если течение не очень сильное, она все равно продолжает играть и есть поклевки. Вот, всем не хвостает чешуи.
Братцы, едем обратно домой, в аэропорт. 10 июля, до сих пор лежит снег. Офигеть! Просто офигеть. Ну и красота, конечно, красота здесь. Отмываем наш УАЗик. Даня взял на себя главную ответственность за чистоту нашего средства передвижения. Чистота – залог здоровья, кто спорит, кто спорит. Вот моем машину перед сдачей в Мурманске. Вот такой вот город. Ну, домики старенькие. Ну, у нас тоже такие районы есть. Вот мойка 24 часа. Мойка самообслуживания. Вообще красота. Вот. И все. Сейчас даем машину и на самолет. Летим домой.